Друзья, у нас по предыдущей операции, как раз результат операции 12 числа была 9 числа операция была, соответственно, почти месяц прошел, смотрим результат. Результат после септопластики, вазотомии, тонзиллэктомии и улоплатофарингопластики, пластики мягкого неба. Огромные были миндалины и были еще аденоиды. Давай, задержка. Туда. Я параллельно, Миш, делали, еще осталось от аденоидов пленочка. Здесь все сократилось, все ушло, то есть свободные носовые ходы. И приоткрой, пожалуйста, рот. И здесь вот такая арка, то есть убирали миндалины, здесь были, идет заживление еще, все это утончится небо. Вот. Работаем с препаратами, вводим в небо, чтобы не рубцевалось, небо, потому что сужение может быть рубцовое. Поэтому здесь свои рекомендации. Но вот то, что было, и то, что осталось. Подыши, пожалуйста, закрой рот. Сейчас. Подыши, пожалуйста. То есть свободное носовое дыхание через горло. И по ощущениям храп ушел, да, Миш? Да. Храп ушел, поэтому такие операции, они неприятно, они большие, но они дают эффект. Поэтому, если есть проблема храпа, именно так она решается. Через восстановление носового дыхания и через... нужно убрать обструкцию на уровне горла. И миндалины, и пластик мягкого неба. Все. На данном видео мы видим гипертрофированные небные миндалины, сниженный тонус мягкого неба, огромный язычок, что в целом вызывает обструкцию, апноэ и храп. А это состояние после операции тонзиллэктомии и пластики мягкого неба. Данные миндалины отправлены на гистологическое исследование, и по результатам мы видим наличие в миндалинах актиномицет, наличие вируса папилломы человека, папилломатоз, и все признаки хронического воспаления, что дает основание к удалению не только по поводу храпа, но по поводу инфекционного поражения миндалин. Это данные хромат-спектрометрии, где подтверждается актиномикоз, где подтверждается наличие цитомегаловируса, что требует у данного пациента дальнейшего лечения в плане элиминации данных патогенных агентов.